В этом видео я покажу вам не только процесс создания такого декоративного панно, но и посылку, которую я получила с материалами от моей любимой торговой марки Blumenthal. Именно их я использовала в своей сегодняшней работе. Привет, меня зовут Лилия, и вы на канале Лилия DIY Art Story. Я очень редко показываю распаковки своих посылок с материалами, но не удержалась в этот раз, потому что такой красотой нужно непременно поделиться. Возможно, и вы откроете для себя марку Blumenthal, как я открыла ее для себя много лет назад. И начну я с пластиковой заготовки яйцо, но только это другая торговая марка Love to Art. Кстати, у них тоже можно найти очень широкий ассортимент товаров для творчества, в том числе заготовки для декора. На все, что я вам сейчас покажу в этой распаковке, будут ссылки в описании к этому ролику. Все остальные материалы – это торговая марка Blumenthal. Вот такой моточек пряжи из рафии я взяла на пробу. Хочу связать из нее что-то небольшое, может кошелек или же что-то в этом роде. Это стабилизированный мох. Я такой часто использую в своих флористических работах. Он натуральный, но окрашенный. Я выбрала цвет хаки. Этот набор из природных материалов я уже использовала в одной из своих работ. Мне он понравился, поэтому я заказала еще. В наборе 3 больших кусочка коры, шары из мха и 3 шарика из виноградной лозы и 1 искусственная веточка лианы длиной 60 сантиметров. Такая ветка зелени на сайте называется коралловая трава. Эти веточки я часто использую в своих новогодних работах. Они прекрасно вписываются в эту тематику из-за своей схожести с ветками туи. Эти голубые гортензии имеют небольшие шапочки. Чаще всего гортензии можно найти с большими шапками, которые не всегда подходят для небольших работ. Здесь же мне понравился как размер, так и цвет, который имеет градиентность. И еще такая же веточка, но в другом цвете, сочетание малинового и персикового. А это уже гортензия с крупными цветками, которые можно разделять на отдельные цветочки и вписывать их в композиции. Здесь мне еще нравится цвет нежно-голубой. Веточки с ландышами всегда выигрышно смотрятся в весенних композициях. Сами цветочки, как и листья, тоже из пластика и выполнены очень качественно. Вот такой пышный букетик гипсофилы не всегда можно найти у других производителей. К тому же цветочки здесь пластиковые и не будут осыпаться, и их очень много. Я выбрала 2 цветов – белый и розовый. Они всегда отлично смотрятся как добавки в букеты и цветочные композиции. Этот букет хризантем меня подкупил не только своей палитрой, но и тем, что в букетике есть различные вставки зелени. И когда я делаю, например, цветочную композицию, то мне уже не нужно будет искать дополнительные веточки зелени. Кстати, хризантемы великолепно смотрятся в осенних композициях. А этот букетик мне понравился своим цветом – глубоким бордовым, я бы даже сказала винным. Бутоны немного примялись, но всем известно, что все легко исправляется паром. А ткань, из которой они сделаны, очень плотная и не бахромится на концах. И в этом букетике тоже есть разные вставки. Еще одни розы, но немного другого плана. Они красивого чайного цвета. Есть 1 крупная роза и остальные бутоны разного размера. А еще есть вставки цветов, похожие на отдельные цветочки гортензии. А этот букетик роз – мой фаворит этой посылки. Очень красивое сочетание нежно-розового, персикового, светло-чайного оттенков. Артикул у него такой же, как у предыдущего букета, но с отличием в цвете. Вот такую ветку зелени с белым напылением и набор шаров из ротанга и высушенной травы я буду использовать в своей сегодняшней работе. Все ссылки на эти материалы вы найдете в описании под этим видео. А если вы хотите еще ближе познакомиться с ассортиментом торговой марки Blumenthal, то переходите по ссылке на сайт хобби-маркета Леонардо. Там вы найдете качественные материалы как для новичков, так и для продвинутых флористов. Это природные материалы, сухоцветы, рафии, сизаль, дерево, мох, каркасы разных форм, разные декоративные наполнители, трава, стружка, мох, различные искусственные цветы и веточки,
Миниатюры для мини-сада – это предметы садового быта, мебель, изгородь, беседки и тому подобное. И множество других разнообразных материалов для создания флористических композиций и декора интерьера. Ссылка в описании. Чтобы сделать панно, из гофрокартона вырезаю кольцо с диаметрами 17 и 25 сантиметров. Кольцо делаю из 2 слоев. Основу буду заплетать вот такой рафией. Это натуральный материал, сделанный из пальмовых листьев. Этот моток собран не из одной общей нити, а сложен из множества. Длина каждой примерно 1 метр. Отделяю от мотка 2-3 нити и разрезаю их пополам. Затем нити складываю пополам и завязываю на кольце. Узелок можно слегка подклеить. Для этого первого узелка я взяла больше нитей, чем хотелось бы, поэтому дальше нитей в пучок беру меньше. И таким образом оплетаю все кольцо. У меня на это ушел почти весь моток рафии. Осталось 5-6 нитей, которые мне потом будут нужны. Сильно выступающие нити подрезаю. И получилось вот так. Сразу же из веревочки делаю подвес. Из картона вырезаю кружок диаметром 6 сантиметров. Это будет основа для гнездышка. И мне нужны остатки от мотка рафии и совсем немного волокна сизали темно-зеленого цвета. Из рафии сворачиваю подобие кольца. И наклеиваю его на кружок картона. У меня есть кусочек зеленой сизали от каких-то старых проектов. Подклеиваю ее по внешнему периметру гнездышка. Если у вас нет похожей сизали, то можно ограничиться только рафией. Единственное, я бы посоветовала внешний край гнездышка подкрасить, например, темно-зеленой акриловой краской. Тоже будет хорошо. В гнездышко добавляю 2 пенопластовых яйца размером 4 на 2,5 см. И теперь начинаю собирать композицию. Я выбрала голубые гортензии 2 видов. Белую гипсофилу, веточки зелени с белым напылением и буду использовать шары из вот такого набора. Список этих материалов со всеми ссылками я оставлю в описании к этому видео. Получившееся гнездышко приклеиваю на веночек основу. Располагаю его примерно на 5 часов, если сравнивать с циферблатом часов. От общей ветки зелени отрезаю отдельные веточки, которые распределяю и приклеиваю к основанию. А дальше все элементы сначала примеряю и оцениваю, как и где они будут располагаться в композиции. Сначала определяюсь с крупными и акцентными. Из набора выбрала 2 шара из сухой травы. А с букетов гортензий снимаю шапочки, нахожу для них место и приклеиваю на термоклей.
А затем перехожу к средним и мелким элементам. Из того же набора выбираю самые маленькие ротанговые шары голубого цвета. Белые цветочки гипсофилы на достаточно высоких стеблях, поэтому я срезаю несколько цветков, уменьшая длину стеблей примерно наполовину. Так они будут располагаться вертикально и не выступать сильно над всей поверхностью композиции. И вот такое панно получилось. Светлое соломенное солнышко в обрамлении воздушных голубых цветов. Буду рада вашим комментариям, и если понравилось, не забудьте отметить лайком. Это очень помогает развиваться этому каналу. Всем огромное спасибо за внимание. И, как всегда, жду вас на своем канале.